Привет, друзья! Добро пожаловать на канал OSSolo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень, хай-энд и не очень аудиогаджетов. Сегодня у нас речь пойдет о наушниках компании Light Harmonic Mera. Те, кто в курсе, могут сейчас спросить: погоди-ка, а что делают наушники стоимостью в $300 без учета скидки и доставки на этом канале? Вопрос очень правильный, поэтому это видео будет состоять из двух частей. В первой части я, как обычно, расскажу о своих впечатлениях от прослушивания, а во второй части как раз и открою маленький секрет, который объяснит, почему Мера вполне уместны на канале. Более того, я постараюсь ответить прежде всего самому себе на вопрос, а стоит ли того скачок от бюджетных наушников той же конструкции к хай-энд наушникам за серьезные деньги. Ну и сравню их вживую, разумеется. Компания Light Harmonic была основана в 2011 году в Силиконовой долине, в Калифорнии, и полностью сосредоточена на разработке и создании хай-энд техники высочайшего уровня за ой какие деньги. Например, их флагманские внутриканальные мониторы стоят около $5000, а настольный ЦАП-усилитель для наушников DaVinci около $40 000. Плюс именно эта компания создает звуковое хай-энд оборудование для автомобилей Tesla. Мера – это их самая-самая младшая модель. Прекрасный способ шагнуть в мир высоких аудиотехнологий и вообще решить для себя, нужно это или нет. Конструктивно наушники довольно любопытны. Используется всего один 8-мм динамический драйвер, размещенный в медном резонаторе, который усиливает высокие частоты и придает им яркость. Причем этот резонатор практически является началом звуковода. А весь корпус наушников – это специально рассчитанная шестигональная акустическая камера, задача которой свести к нулю фазовые смещения. Ну и между драйвером и камерой размещена еще одна пассивная мембрана для создания натурального детального баса, для которого выделена отдельная камера в корпусе. И никаких кроссоверов. В общем, высокие технологии на марше. Сам корпус, как видите, очень компактный. Он полностью помещается у меня в ушах, абсолютно не выпирает, хоть спи в этих наушниках. При всей внешней простоте эргономика у Мера отличная. Что же там со звуком? А звук у них очень натуральный. Что бы я ни слушал, ощущение живого присутствия неизменно. Вокал звучит очень чисто и натурально, как и весь средний диапазон, с хорошей детальностью, хорошей, глубокой и широкой сценой, очень музыкально и одновременно детально. Что касается баса, то он вообще какой-то волшебный. Панч упругий, контроль четкий и простирается глубоко в саб-бас. Причем, что интересно, саб-бас слышно даже на небольшой громкости. Он, конечно, не колышет мозг внутри черепа, но его слышно. А если сделать погромче, то без малейших болезненных ощущений на перепонках бас и саб-бас становятся мощными, глубокими, однако в то же время ничуть не теряют в детальности. Слышно все, как будто сидишь перед колонками. Казалось бы, все это не оставляет места ожиданиям чего-либо от высокочастотного диапазона. Но нет, не знаю как, но ни бас, ни средние частоты никак не затемняют верх. Без крикливости, без звона, без малейших намеков на сибилянты можно расслышать каждое единичное прикосновение счета к тарелкам. С такой же широкой сценой, надо сказать, как и в середине. Общее звучание нейтральное, ровное, с небольшим уклоном в светлую теплоту, если вообще так можно сказать. Это наушники из тех, с которыми хочется переслушивать все любимые треки и вновь испытать то самое тембральное наслаждение. Есть ли недостатки? Ну, для их цены можно сказать, что и нет. Разве что иногда хочется немножко больше резкости в верхнем диапазоне. Бывает такое настроение и бывает такая музыка. Но это можно поправить амбушюрами. Кстати, чуть не забыл. Мера очень отзывчивый к смене амбушюр. Звук меняется сразу и заметно. Конечно, для этих наушников стоит использовать максимально хороший источник. Но что важно, даже с обычным смартфоном они показывают, на что способны, иногда даже ошеломляя качеством звука. Совершенно потрясающий новый альбом LW от безумной австралийской группы King Gizzard and Lizard Wizard, очень крутые музыканты и смелые экспериментаторы. Масса звуковых нюансов и мелодий, иногда сложных настолько, что даже приличные наушники сдаются и сваливают все в кашу. Именно поэтому альбом с таким удовольствием слушается в наушниках, которые сохраняют каждый звук и позволяют проследить все мелодии. Пока готовил сценарий для этого видео, увлекся и прослушал альбом целиком еще раз. Ну что тут скажешь, вовлекает, да. Вот к слову о саб-басе. Свежий альбом Bass Trap Zone проекта Bassatronic. Вся их музыка построена на саб-басовых ходах.
Оставляя за кадром ее эстетическую ценность, для иллюстрации звучания нижнего диапазона она очень подходит. Такой детальный, протяженный, но не подавляющий другие частоты саббас редко удается услышать, тем более в мониторах. Альбом Plender El Alma интересного артиста Николя Круз – это талантливая смесь электронной музыки и южноамериканских народных инструментов, вот где раздолье мелодий и необычных звуков. Слушал и не мог отделаться от ощущения, что музыканты где-то передо мной. Трио Simply Three, бас, виолончель и скрипка. В их исполнении кавер на трек Counting Stars звучит в любом случае интересно, но в наушниках Мера с их великолепным басом и серединой это нечто великолепное. Как я и сказал, можно переслушивать все подряд и находить что-то новое. Один блогер отметил, говоря об этих наушниках, что они звучат гораздо лучше, чем предполагает их цена. И я склонен согласиться, ведь их звук действительно производит сильное впечатление. Лично я всегда ищу в наушниках индивидуальность, возможность услышать новые нюансы, оценить знакомую музыку с иной перспективы. Мера вполне справляются с этой задачей, они смогли подарить мне немало часов истинного аудиофильского удовольствия. Самое интересное заключается в том, что я прохладно отношусь к чисто динамическим наушникам, мне подавай гибриды, но, как видно, есть и исключения. Что ж, увидимся во второй части видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. Напоминаю, что плейлисты периодически пополняются, заглядывайте. И да, на нашем телеграм-канале собралась приятная компания увлеченных людей, бывают интересные беседы, тоже заглядывайте. На этом все, пока.